Тихий океан не бывает тихим. Его рокот — это пульс планеты, бесконечный диалог между бездной и небом. Но здесь, в самом сердце французской Полинезии, этот рокот разбивается о невидимую преграду, превращаясь в нежный шепот лазурных вод. Мы приближаемся к месту, которое называют «жемчужиной Тихого океана» — Бора-Бора. Само название звучит как эхо, как удар по ритуальному барабану из кожи ската. Но чтобы понять этот остров, нужно забыть о глянцевых открытках. Нужно опуститься на глубину в 7 миллионов лет. В ту эпоху литосферные плиты стонали от напряжения, и в слабом месте земной коры, в так называемой горячей точке, началось извержение. Это был апокалипсис библейских масштабов. Раскаленная базальтовая магма пробивала толщу воды, остывала, превращалась в камень и снова взрывалась. Так родился вулкан, чей пик когда-то возвышался над океаном на 1000 метров. Сегодня Бора-Бора — это геологический реквием. Вулкан остыл и под собственной тяжестью начал медленно погружаться обратно в бездну. Это явление называется оседанием. Но природа не терпит пустоты. Пока остров уходил вниз, вокруг него, в теплой и солнечной воде, начали расти кораллы. Они строили свои известняковые скелеты на фундаменте древнего базальта. Тысячелетия за тысячелетием остров тонул, а риф рос вверх. Так образовалась эта уникальная геометрия. Центральный горный массив, окруженный идеальным кольцом лагуны и внешним барьером из мелких островков — Моту. Бора-Бора — это живой урок естествознания, запечатленный в камне и коралле. Мы видим остров в его идеальной стадии, еще не полностью исчезнувший, как атоллы Туамоту, но уже окруженный своей бирюзовой короной. Задолго до того, как европейские корабли достигли этих берегов, здесь уже жили люди. Кто они были? Как они нашли этот крошечный клочок суши в бескрайней синеве, не имея ни карт, ни компасов, ни железных инструментов? История заселения Бора-Бора — это одна из самых невероятных глав в летописи человечества. Великие полинезийские миграции начались 1000 лет назад. Это были люди, чьим домом был океан. На своих огромных каноэ с двойным корпусом, связанных волокнами кокосового ореха, они преодолевали расстояния, которые казались невозможными. Их компасом были звезды. Навигаторы знали сотни небесных тел, их траектории и время восхода. Они чувствовали температуру воды, читали форму облаков
и понимали полет птиц. Если они видели фрегата, летящего низко над горизонтом, они знали – земля где-то рядом. Первые поселенцы назвали этот остров Вавау, а затем Пора-Пора, что в переводе с древнего диалекта означает «первенец». По легенде, именно этот остров первым поднялся из вод после того, как верховный бог Тааруа создал мир. Эти люди привезли с собой не только культуру, но и жизнь. Кокосовые пальмы, плоды хлебного дерева, свиней и собак. Они создали здесь сложное иерархическое общество. На склонах гор и вдоль побережья до сих пор можно встретить мараэ, священные площадки из черного базальта. Это были места силы, где жрецы общались с богами, а вожди принимали решения о войне и мире. Для полинезийца Бора-Бора не была курортом. Это была священная земля, пропитанная маной, духовной энергией, которая живет в каждом камне, каждом дереве и каждом ударе волны. Когда мы смотрим на лагуну Бора-Бора с высоты птичьего полета, мы видим невероятную палитру синего. От ослепительно-белого у берега до густого ультрамарина в центре и зловещего темно-синего за пределами рифа. Это не просто игра света, это карта глубин и биологического разнообразия. Внутренняя лагуна — это гигантская естественная лаборатория. Вода здесь постоянно обновляется через узкие проливы в рифе, принося свежий планктон и кислород. Здесь, под зеркальной гладью, кипит жизнь. Коралловые сады — это города, где каждый житель имеет свою роль. Попугаи-рыбы своими мощными челюстями дробят мертвые кораллы, превращая их в тот самый белоснежный песок, за которым охотятся туристы. Огромные манты, размах крыльев которых может достигать 5 метров, парят в толще воды, словно призрачные тени. Особое место в экосистеме занимают акулы. На Бора-Бора к ним относятся иначе, чем в остальном мире. Черноперые рифовые акулы здесь – обычные соседи. Местные жители веками сосуществовали с ними, считая их воплощением духов предков. В этой главе нашего фильма мы должны осознать хрупкость этого мира. Кораллы крайне чувствительны к температуре. Даже повышение на 1 градус Цельсия может вызвать обесцвечивание. Процесс, при котором кораллы выбрасывают симбиотические водоросли и умирают, превращая яркие сады в кладбища белого известняка. Сегодня экологические инициативы на острове направлены на сохранение этого баланса, ведь без живого рифа Бора-Бора превратится в безжизненную скалу посреди океана.
В истории Бора-Бора есть период, который резко контрастирует с ее мирным образом. Декабрь 1941 года. Нападение на Перл-Харбор встряхнуло мир, и война пришла на острова Южных морей. США нуждались в надежной базе для дозаправки и защиты коммуникаций между Америкой и Австралией. Выбор пал на Бора-Бора. Операция получила кодовое название «Бобкэт». Представьте шок местных жителей, когда в один февральский день 1942 года к острову подошла целая флотилия военных кораблей, и на берег высадились 6 тысяч американских солдат. В то время все население острова едва составляло 1500 человек. В одночасье здесь появились аэродром, дороги, радары и тяжелая артиллерия. Американцы построили первую взлетно-посадочную полосу на Моту-Муте, используя в качестве основания измельченные кораллы. Именно этот аэродром долгие годы после войны оставался единственным связующим звеном Полинезии с внешним миром. Солдаты установили на стратегических высотах огромные 7-дюймовые орудия. Сегодня эти пушки, покрытые ржавчиной и окруженные густыми зарослями джунглей, выглядят как памятники другой эпохи. Они никогда не стреляли по врагу. Японский флот так и не дошел до этих широт. Но присутствие армии навсегда изменило генетический и культурный код острова. Многие местные семьи сегодня носят англоязычные фамилии, а в местном диалекте прочно закрепились заимствованные слова. Война принесла на остров электричество, консервы и совершенно иной ритм жизни, который стал предвестником грядущего туристического бума. Как остров, затерянный в океане, стал синонимом роскоши? Ответ кроется в 3 именах – Дон Маккалум, Джей Карлайл и Хью Келли. В 1960-х годах эти 3 американца, влюбленные в Полинезию, решили построить здесь отель. Но они столкнулись с проблемой. На их участке земли практически не было хорошего пляжа. Тогда родилась гениальная идея, изменившая индустрию туризма навсегда. «Если у нас нет места на земле, мы построим на воде», — решили они. Так появились первые бунгало на сваях. Они были вдохновлены традиционными рыбацкими хижинами, но с одной важной деталью — стеклянным окном в полу, которое они назвали полинезийским телевизором. Это позволило гостям наблюдать за рыбами, не выходя из номера. Бора-Бора предложила миру концепцию уединенного рая. Сюда начали прилетать звезды Голливуда, ищущие приватности. Остров стал идеальной декорацией для романтики. Но за этим фасадом
скрывается сложнейшая инженерная ода. Каждое такое бунгало требует подведения коммуникаций под водой, системы опреснения и очистки. Сегодня Бора-Бора – это площадка для самых смелых архитектурных решений, где высокие технологии маскируются под соломенные крыши из листьев пандануса. Мы видим, как остров балансирует на грани, сохранять ли образ дикой деревни или превращаться в футуристический курорт. Над всем этим великолепием, как бессменный часовой, возвышается гора Атиман. Это высшая точка острова, 727 метров черного, изъеденного эрозией базальта. Если лагуна — это душа Бора-Бора, то Атиману — его сердце. Гора видна из любой точки острова, из каждого ракурса она выглядит по-разному. То как острый шип, то как широкая крепостная стена. Для полинезийцев Атиману всегда была священной. Считалось, что на ее вершину спускаются боги, и действительно, пик горы часто окутан облаками, даже когда вокруг светит яркое солнце. Местные легенды говорят, что это боги кутаются в свои плащи, чтобы люди не могли их увидеть. Подняться на самую вершину практически невозможно. Базальт слишком хрупкий, он крошится под ногами, и склоны представляют собой почти отвесные стены. Но в нижней части горы скрыты пещеры, которые в древности использовались для захоронения вождей. Археологи и сегодня находят там артефакты, проливающие свет на дохристианское прошлое острова. В этой части нашего фильма мы должны показать гору не просто как объект для фотосъемки, а как живое существо. Когда на Бора-Бора начинается тропический ливень, по склонам Атиману стекают сотни временных водопадов, и остров кажется плачущим или поющим. Это мощное напоминание о вулканическом происхождении всей этой красоты. Чтобы увидеть настоящий Бора-Бора, нужно уйти с частных островов-резортов и отправиться в Вайтапе. Это административный центр, единственное место,
которое можно назвать городом. Здесь нет пятизвездочного сервиса, зато есть настоящая жизнь. Каждое утро здесь начинается с запаха свежего багета, наследие французского колониального прошлого. Рыбаки привозят на причал утренний улов – тунца, махи-махи, рыбу-попугая. Женщины в ярких парео продают ожерелья из ракушек и знаменитый черный жемчуг. Жемчуг – это еще одна гордость Полинезии. Его выращивание – кропотливый процесс, требующий идеальной чистоты воды и терпения. Каждая жемчужина уникальна, как и сам остров. Но в Вайтапе мы видим и проблемы. Остров перенаселен. Земля здесь стоит баснословных денег, и молодым семьям все труднее оставаться в родных местах. Мусор и пресная вода – главные вызовы для экологии. На маленьком острове невозможно бесконечно наращивать потребление. Мы увидим, как местные жители борются за право сохранить свои традиции. Например, ежегодный фестиваль Хейва – это не туристическое шоу. Это время, когда деревни соревнуются в гребле на каноэ, метании копий и, конечно, в танцах. Полинезийский танец – это язык жестов, где каждое движение рук рассказывает историю о любви, море или рождении ребенка. Это мощная, дикая энергия, которая показывает, дух маохи жив и не продается за доллары. Мы заканчиваем наше путешествие в сумерках. В Полинезии закаты не длятся долго. Солнце падает в океан стремительно, окрашивая небо в невероятные оттенки пурпура и золота. Это время для раздумий. Будущее Бора-Бора неопределенно. Ученые предупреждают, что глобальное потепление и таяние ледников приведут к повышению уровня Мирового океана. Для острова, чьи жилые зоны находятся всего в паре метров над водой, это смертный приговор. Возможно, через 100 или 200 лет те самые моту, на которых стоят элитные отели, первыми уйдут под воду. Но Бора-Бора уже переживала катастрофы. Она рождалась в огне и остывала в ледяных водах бездны. Остров — это символ циклической природы жизни. Он учит нас ценить момент. Красота лагуны,
Величие гор и теплота человеческих сердец здесь сконцентрированы на таком маленьком пространстве, что это кажется нереальным. Бора-Бора — это не просто место для отдыха. Это зеркало, в котором отражается наше отношение к природе, истории и самим себе. Уезжая отсюда, каждый увозит с собой частичку маны, того самого невидимого света, который заставляет сердца биться чаще при взгляде на бирюзовый горизонт. Остров будет продолжать свой медленный танец погружения, а океан будет продолжать свой вечный шепот. И пока кораллы строят свои замки, этот рай будет существовать, хрупкий, гордый и бесконечно прекрасный.